В общем, этот дом был построен в 1971 году, прямо на остатках бункера. Вот такой вот он странный. Расположенный на скале, возвышающейся над морем, на одном из французских мысов, этот дом со странной архитектурой даже в хорошую погоду выглядит довольно мрачным. История его также туманна, и ее окутывает множество легенд и суеверий, главное из которых, что над этим местом висит проклятие. Дом был построен в начале 70-х годов богатым французским банкиром и представителем тайного масонского общества, выбравшим это уединенное место не случайно. Новое жилище решено было ставить прямо на остатках немецкого бункера. Можно только предполагать, сколько смертей и трагедий видели его стены во время войны, но они точно повидали немало. Возможно, именно такое прошлое предопределило дальнейшую судьбу здания. Потрясающий необычный дом, который был только-только достроен, облагорожен и готов принимать у себя хозяев, так никогда и не был заселен. Банкир умер сразу же после завершения этого проекта, а его жена в это же время внезапно заболела. Ее поместили в лечебницу, где спустя 5 лет она скончалась. Детей, которым бы дом перешел в наследство напрямую, у них не было. Зато были дальние родственники с обоих сторон. И вот тут начались длительные судебные процессы, полностью рассорившие и потрепавшие нервы и здоровье обеим семьям. Длилось это почти 40 лет, и ни одна сторона не была склонна к компромиссу, ни один член семьи не уступил другому, а богатый особняк, построенный в таком странном месте, стал объектом многолетней вражды. Пока шли судебные разбирательства, ни один из претендентов не имел права посещать дом. Чего не скажешь о ворах и местных деревенских детишках. А потом еще группах молодежи, устраивавших здесь дикие вечеринки и рейвы, в основном с 1995 по 1996 годы. Как итог, дом оказался полностью разграблен и изуродован, и сейчас представляет собой только голые стены. Никакого намека на былую роскошь, о которой теперь можно прочесть разве что в архивах, на сегодняшний день не осталось. С 2016 года дом перешел в собственность муниципалитета, оставив сносом десятилетиями воевавших между собой наследников. Но применения ему так до сих пор и не нашли. Привет всем! Как вы уже догадались, сегодня мы окажемся во Франции и посетим один из самых необычных заброшенных домов здесь – дом-пирамиду. Как вы слышали из истории, принадлежал он богатому масону, решившему построить очередную свою резиденцию, скажем так, для души, на своей родной земле. Мы побывали здесь 2 раза с интервалом в полгода, и в последний свой визит заметили, как сильно поменялось это место. Здесь стало гораздо больше следов вандализма и появились новые граффити, одно из которых теперь красуется прямо на самой вершине пирамиды. Вообще вот по этой самой причине, что заброшенные места под воздействием чьих-то чешущихся рук становятся со временем все хуже и хуже, мы не очень любим в них возвращаться, потому что каждый раз это довольно сильно нас огорчает и разочаровывает в человечестве. Но в этот раз мы все-таки вернулись, чтобы снять видео, и я приглашаю вас вместе с нами прогуляться по его когда-то богатым интерьерам, от которых на сегодняшний день, к сожалению, ничего не осталось. Уже подходя к воротам, ведущим на огромную территорию, когда-то принадлежавшую масону, мы сразу заметили выбитые на них символы, напоминающие форму самого дома, обрамленную в круг. Значит, мы точно на верном пути. Пройдя через разросшийся тут лес, мы вышли на открытое пространство и уже издалека заприметили торчащую из зеленой растительности остроконечную крышу. Дом был построен в форме английской буквы «Л», на углу которой возвышалась огромная пирамида, а с обоих концов пристроенные к ней вытянутые части здания, что вместе образовывали внутренний двор с фонтаном по центру. По задумке архитектора, дом-пирамида должен был представлять собой аналогию построения французских деревень, где самым большим и центральным зданием была церковь, а домики поменьше уже располагались вокруг нее. К сожалению, прекрасный фонтан с вырезанными на нем кельтскими узорами уже разбили вандалы, и его огромные куски валялись по всему двору.
Внутри особняк оказался совершенно пустым, не считая нанесенного мусора. Каждый шаг отдавался глухим эхо, а на каждый второй ты наступал на скопившуюся здесь от дождя воду. Здание имело 3 этажа, верхний из которых был над землей, а 2 других уходили под землю и когда-то были основой того самого бункера. Говорят, что раньше дом изнутри выглядел как роскошный богатый особняк того времени, отделанный в мрамор, с замшей на стенах и заставленный старинной антикварной мебелью, вступавшей в контраст с такими более современными атрибутами, как лифт и электрожалюзи. Ходить по его коридорам было довольно жутко. Света сюда практически не попадало. И я говорю только про первый этаж, который был над землей. На 2 же подземных этажах хоть глаз выколи. И все это сопровождается эхом наших передвижений, разносящимся по длинным коридорам, да звуками просачивающихся в дом дождевых капель. Éteignez toutes les lumières. Éteignez toutes les lumières. Я не вижу ничего просто. Je vais juste voir si on arrive à se repérer dans le noir total. Je pense. Ah ben non. Franchement, si Le tu plus discernes le truc. Tu discernes le truc, mais... Ouais, Il y a ça, la lumière et la caméra. Ah ouais, nos yeux s'adaptent. Наземный этаж имел по центру большую гостиную с таким же впечатляющим камином, характерным для типичных домов этого региона. А в правом и левом крыле располагались душевые, кухня и пара комнат, предназначение которых понять уже было невозможно. По бокам от камина располагались лифты, ведущие на нижние этажи. Средний этаж представлял собой длинный коридор, от которого по обе стороны находились разного размера комнаты. В одной из них была котельная. Там лифт был, помнишь? Oui. Подожди, кажется, что здесь был. Он здесь. А мы себя вылетел. Удивительно, но у нас даже получилось встретить здесь живое существо. А l'araignée là? Ouais, énorme. Ну, кто у нас полез в любую дырку? C'est une pièce et tout, y'a rien. J'ai un mur à 3 mètres là, donc y'a rien, tu vois. D'accord. Passe-moi la lampe, j'ai regardé vite fait. Il y a une machine, il y a les fusils, il y a un compteur électrique. Там есть лифт, значит, куда-то он идет. Последний, самый глубокий этаж, видимо, предназначался для хозяйственных нужд. В него вела узкая металлическая лестница, сразу за которой находился механизм, двигающий лифт. Проход в остальное пространство там был замурован. Ира, где папочка? Вот. Tu veux que je reprenne la lampe? Je t'éclaire la lampe, bien sûr. Голые бетонные толстые стены, исписанные баллончиком.
Сложно представить, что когда-то здесь были те самые, описываемые выше, роскошные интерьеры. Точнее, вообще невозможно представить. Зато здесь остались следы от проводимых когда-то вечеринок. Организаторы и приезжающая молодежь занимали этот дом без спросу, устраивая нечто типа подпольных вечеринок. Место было как нельзя подходящее. Шум ветра и бьющегося о скалы моря перекрывали доносящуюся даже ночью громкую музыку, а изолированность дома защищала тусовщиков от посторонних и любопытных глаз. Машины приезжали сюда в большом количестве, занимая все пространство вокруг особняка. На стенах внутри дома еще можно разглядеть написанные на них сет-листы мероприятий и меню, предлагаемое организаторами на завтрак. Вечеринки опустошили и добили это место. После масштабных рейвов они сменились обычными посиделками местных подростков, занимавшихся здесь распитием спиртного и вандализмом. Жаль, ведь проект действительно был довольно интересным, хоть и выстроенным на фундаменте, пропитанным кровью во время войны. Строивший его масон специально привлек к строительству скульптора, вырезавшего на внешних стенах особняка 2 барельефа, на одном из которых идут строем 6 кельтских воинов, вооруженных копьями и щитами, а на другом вооруженные кельты уже плывут на ладье. Перед самим домом на обрыве в направлении моря установлен огромный гранитный крест с изображенным на нем распятым Иисусом. В самом особняке над камином и на старых гранитных воротах при входе на его территорию высечен один и тот же символ – силуэт особняка со стороны моря, также немного напоминающий кельтский топор. Видимо, хозяин вкладывал в это место очень много какого-то личного символизма, искусно воссозданного рукой талантливого мастера. Действительно ли это место, впитавшее энергетику войны, проклято? Или же ему просто не повезло и не нашелся еще тот самый подходящий хозяин? Оставляю судить вам. Пока же его будущее так же туманно, как и окутывающее местное побережье периодические туманы. Вот и все. Надеюсь, знакомство с этим необычным и грустным в своей истории дома вам понравилось. Не забывайте, как важны для нас ваши лайки, и обязательно подписывайтесь, если любите заброшенные места. Ну и до новых встреч. Пока!